Привет всем! Небольшое видео на тему естественного освещения фиалок, то есть фиалочек, которые растут на подоконнике. В осенне-зимний период, когда укорачивается световой день, редко выглядывает солнце, фиалочкам не хватает этого освещения, и цвести они будут не так обильно, как на стеллаже под искусственным освещением, но цвести все же будут. Под одним из видео написали, что фиалки на окне плохо цветут, особенно зимой, вообще постоянно стоят без цветов. На самом деле, если ждать цветения только от освещения, которого зимой и так недостаточно, то фиалка может и не зацвести или цвести очень-очень скудно. Нужно добавить в уход еще несколько моментов. Это удобрения для цветения, удобрения с содержанием фосфора и калия. Это свежий грунт, в который мы должны были пересадить фиалки еще в начале осени, то есть сменить субстрат на новый перед зимой и пересадить в небольшой объем, в небольшие горшочки. Тогда фиалки будут цвести и зимой. Если еще выглядывает солнце почаще, то оно будет тоже стимулировать закладку бутонов, и фиалочки будут зацветать. Сейчас наступает весна, день прибавляется, так как длина светового дня очень важна для фиалок, и фиалки начнут быстрее и обильнее зацветать. Разница, конечно, есть между цветением на окне и цветением на стеллаже под искусственным освещением. Во-первых, разная температура, во-вторых, разница в освещении, и получается даже один и тот же сорт может цвести по-разному. И цвет будет отличаться, где-то понасыщеннее будет, пообильнее, где-то побледнее будут цветы, смотря где растет фиалочка. И размер цветов будет отличаться. Если фиалки растут на подоконнике, свет должен быть рассеянный и никакого прямого палящего солнца. Зимой, конечно, солнце более нежное, и фиалочкам оно даже необходимо в зимний период, то весной, летом солнце начинает быть прям таким палящим. Такое солнце будет обжигать фиалки, могут появиться некрасивые пятна, появиться ожоги на листве, и поэтому в самый разгар прямых солнечных лучей нужно притенять фиалочки, прикрывать окно или жалюзями, или светоотражающей пленкой, чтобы фиалочки не так страдали. На этом буду заканчивать это видео. Всем отличного настроения, красиво цветущих фиалочек. Если есть вопросы, задавайте. И до новых видео. Всем пока!